Сегодня день второй нашего большого приключения. Сегодня мы попытаемся попасть на крышу Рейхстага и на Берлинскую телебашню. Посмотрим, что из этого получится. Важно эти два объекта посетить в дневное время, пока еще светло. Как вы знаете, в декабре рано темнеет, и нам это не подходит. Поэтому развлекательные центры мы оставим на вечер, а сейчас, пока день, попробуем посетить эти два уникальных объекта. Погнали! Ребята, а это елка на вокзале в Берлине. Да, вот такая елка расположена на Берлинском железнодорожном вокзале. Огроменная, елок много. Тебе нравится такая елка, Миша? А тебе, Гриш, нравится? Да. Действительно классная елка. В огоньках светится. Итак, мы уже взяли билеты. Вот они уже у нас здесь в руках. Для посещения этого купола над Рейхстагом. В день посетить не получается, потому что очень много желающих. Поэтому мы придем в назначенное время, завтра в 12 часов дня, и пойдем на экскурсию в здание Рейхстага, где в настоящее время размещается Бундестаг. Мы прошли только что Бранденбургские ворота и направляемся к Берлинской телебашне. По пути встретили очень большое количество туристов из Франции, из Италии. В общем, со всей Европы люди собираются в Берлине, чтобы посмотреть на этот прекрасный, замечательный город. А мы идем дальше. Поехали! Ура! Это мы спускаемся в берлинское метро. Нам нужен поезд У5. Миша, все классно? Все классно. Все классно, говорит Миша, как вы видите. Все классно, говорит Гриша. Нам нужен поезд У5. Возможно, это он подошел. Мы на него, конечно же, уже не успеем. У5, остановка Александр-Плац. Именно там нужно выйти, чтобы попасть на телебашню. Это пятый? Пятый, давай. В берлинском метро очень легко ориентироваться. Вот в данном метро есть табло. Сейчас мы находимся здесь, а выйти нам нужно вот здесь, то есть через 2 остановки. Вот так выглядит берлинское метро. Можно за стеклом понаблюдать, посмотреть. Красиво, да. Направляемся к телебашне. Это выше, чем... Она выше, чем в Лейпциге. Да, Берлин можно увидеть с высоты и побывать в этой башне. Многие наверняка видели эту башню по телевизору, в значках, на плакатах, на марках. Вот она, эта башня с близкого расстояния. Но сейчас мы все узнаем, что нужно, чтобы в нее зайти, посетить и подняться с помощью лифта туда, наверх, на эту телебашню. Гриша, догоняй маму. Колесо обзора. Тикет написано? Где? Прямо. Героденал. Ну не вижу слова. Героденал, я понял, то есть прямо. А где это слово тикет? Покажи. Так, это что-то, мне кажется, не то. Да, тикет, но это не туда. Это какой-то музей. Музей не для слабонервных, я бы сказал. Family, семейный музей называется. А, нет, семейный билет. Family ticket. Смотрите. Вот такой музей может не каждому подойти. Хотел бы посмотреть на такое, Гриша? В такой музей сходить? Ну, нарисована девочка, которая с любопытством и с удовольствием смотрит на череп. Есть и такие экспонаты, как я понимаю. Ну, с этим разберемся позже. Сначала нам нужно посетить телебашню. Стали мы в очередь. Здесь нужно выстоять вот такую длинную очередь, чтобы попасть в эту телебашню. Мы стали. Здесь все делается за один день в порядке живой очереди. Стоят люди, покупают билет
и сразу проходят в телебашню. Поднимаются с помощью лифта на обзорную площадку. Будем стоять, будем ждать. Пока мама стоит в очереди, пацаны решили попрыгать на батуте. Но уже пора, наверное, пойти проверить очередь. Я хочу прыгать, мне очень. Там мама, наверное, уже билеты покупает. Пойдем. Мы находимся уже внутри телебашни. Стоим в очереди за билетами. Вот очередь за билетами. И потом будем подниматься туда. Сначала по ступеням, но потом, соответственно, на лифте. Так выглядит телебашня изнутри, друзья. Да, вот показывает монитор, как строилась эта телевышка. Ее историю. Двигаемся по Грише, засмотрелся. Давай, конечно, есть на что посмотреть. Да, история строительства. Билеты уже у нас. Вот, 4 билета. За них мы заплатили 82 евро. И поднимаемся. Очень приятно, что можно все снимать на видео, на фото. Никаких ограничений нет. И платить за это дополнительно не нужно. Класс. Так, Гриша, показывай, куда дальше идти. А, тут еще очередь в лифт. Поворачиваем вправо, поднимаемся. Мы поднимаемся наверх. И будем ожидать подъема. Это очередь. И туда, там еще пропуск. Пропускной пункт. Будем подниматься. А вот здесь, на этой площади, мы стояли в очереди за билетами. Так выглядит билет на телебашне. Для тех, кто здесь будет впервые, хотим рассказать, что вещи в гардероб можно сдать только в том случае, если вы идете в ресторан, который расположен на вершине Берлинской телебашни. Если же вы в ресторан не идете, то вещи сдать в гардероб не получится. Потому все, кто идет именно посмотреть на обзорную экскурсию, все, как видите, в верхней одежде. Поэтому, если хотите сдать вещи в гардероб, запишитесь в ресторан. Так, проходим дальше. Ребята, прошли мы контроль. Везде еще раз получили подтверждение. Можно снимать, можно фотографировать. Идем. Так, да. Что, Миша? Миша, это что? Да, какая-то секретная дверь. Миша обнаружил дверь. Ну, пойдемте, у нас очередь. Пойдем. Проходим сюда. Посмотрите, вот схема вот этого шара в разрезе. Тут, оказывается, 5 этажей. Вот здесь 5 этажей. Сейчас все посмотрим. Проходим в лифты. Так, заходим в лифты. Становимся. Посмотрите, мы поднимаемся наверх. Здесь стеклянная крыша. Посмотрите, мы находимся внутри телебашни и поднимаемся наверх. Вот так нас несет лифт. Так. Вы посмотрите, вот это класс. Так, что дальше? Лифт остановился. Ну что, выходим здесь? Все, выходим. 203 метра высота. О, ребята, тут пахнет как в ресторане. Здесь же ресторан, кстати, есть. Так, вот мы и здесь. Сейчас будем ходить по кругу гулять. Пацаны сразу к окну пошли скорее. Вот это вид на Берлин, друзья, посмотрите. Какой класс. У кого есть бинокль, обязательно берите с собой бинокли. Какой замечательный вид. Весь Берлин как на ладони. Нравится тебе, Миша? 2 миллиона людей здесь живет. Ну. Давайте посмотрим внимательно, что можно рассмотреть. Вон там находится колесо обозрения. А рядом с ним ледовый каток. Сейчас увеличу. Вот, посмотрите, это катаются люди по кругу. Посмотрите, ну какие люди маленькие.
С высоты, конечно, посмотри. Это значит башня у лев. Здесь есть кафе небольшое, но вход в него закрыт. Может быть, перерыв, потому что видно, что оно работает. Что, Миша, ты обнаружил? Какая-то техническая коммуникация. Вид на реку. Видно весь Берлин. Криша любуется пейзажами с высоты Берлинской телебашни. Эта башня вообще выше, чем в Лейпциге. Как будто город в миниатюре. Время пребывания здесь не ограничено. Конечно, здесь так красиво, что уходить не хочется. Любуемся прекрасным видом с такой высоты. Миша, Хочется уходить отсюда, Гриша, или хочется еще смотреть? я хочу уже уйти. Уже хочешь уйти? Да, но Куда? здесь прикольно. А я хочу лицо смотреть. Да, но у нас по плану еще детский Леголенд, И Макдо. Леголанд и Макдо. Да, обязательно сходим в Макдо, как и вчера. Приятная обстановка здесь, играет ненавязчивая музыка. И слышно хорошо, и не мешает. Продолжаем любоваться городом. Здесь, в этом шаре Берлинской телебашни, 5 этажей. Мы только что узнали, что на втором этаже находится ресторан, и в него нужно записываться за 1 неделю, чтобы попасть в этот ресторан. На 3-м, 4-м и 5-м этаже находятся технические помещения, туда никого не пускают. Колесо обозрения. Колесо обозрения, да, Миша, вон оно, колесо обозрения. Но, конечно, отсюда обозрение еще круче, чем на том колесе. Сделаем круг по кругу башни и пойдем уже домой. Нет, мы пойдем отдыхать. Точно, блин, какой домой? Мы же только сегодня первый объект, который посетили. Это первый объект, у нас еще большой список. Развлекательный парк. Да, развлекательный парк для детей. Все-таки Миша хочет еще посмотреть. Миша любуется сверху еще. Увидел поезд. Обратите внимание, в Берлине нет пробок. Казалось бы, столица Германии. Должны быть пробки, заторы, но этого нет и близко. Вот обычный день, обычное движение. Посмотрите. Идем на выход. Дальше у нас Леголенд. Классно сейчас будет. Да, вот тут Мишка. Ну все, пока. Мы идем на выход. Auf Wiedersehen. Так, ага, билеты еще нужны, да? Чтобы выйти? Похоже, билеты нужны, чтобы выйти. Вот мы и посетили Берлинскую телебашню. Сейчас мы перекусим здесь и продолжим наше путешествие Леголанд. в Леголанд. И, ребята, кто еще здесь не был ни разу, смотрите, билеты нужно сохранять. Вход в телебашню по QR-коду и выход по QR-коду. Если вы потеряете билет, не сохраните его по какой-то причине, вы просто не сможете выйти из Берлинской телебашни, и будут проблемы. В красном настроении продолжаем двигаться дальше. Ну вот мы и добрались до Леголенда. Сейчас пойдем узнаем, сколько стоят билеты. А вот на входе стоит такой замечательный жираф, который сделан, между прочим, из Лего. Вы только вообразите себе, целый жираф